подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики и пишите в комментариях, если вы хотите привитосик. И я сейчас вам расскажу про те канцелярии, которые мне достаточно понравились. Первая канцелярия — это просто шариковая вот такая вот обычная ручка синего цвета. Она достаточно хорошо пишет, да. Мне их приносит каждый раз мама. Она достаточно хорошая. Следующее, мне постоянно нравится только обычные. Следующее, это вот, да, обычный каждый раз скотч, прям новенький. Ничего я сказать не могу, просто обычный. Следующий, это вот такой пенальчик из Фикс Прайса, который уже много раз видели. Стоил 77 рублей, вот это 4 рубля, вот это я не знаю, так что то, что я вам сказала, то, что это мало. Внутри шоу у меня. Вот такие вот карандашики, они очень хорошего качества, они мне тоже очень нравятся. Шло 12 штук в наборе за 55 рублей, что ли, из Фикс Прайса. Вот такой же, только поломенький, я его сломала. Следующее, мне нравится вот такая вот красивая бумага, которую я попросила с подружки. Следующее, вот такой карандаш, не знаю, какого он не лежит, но достаточно нормальный. Мне еще нравятся такие деревянные линейки. Но я очень хочу себе не только деревянную, но еще которая гнется. Вот у меня есть еще деревянная. Мне она тоже очень нравится. И нравится из магнита вот такая пластиковая. Как будто гнется. Следующее, это мне нравятся такие вот пластики, самые обычные. Я уже вот чуть разрисовала, которая эта часть почти разэтывает ручку, стирает, а вот это просто, конечно, она иногда размазывает. Ну и самые обычные вот такие точилки. Да. Мне каждый раз все попадает самое обычное. Ложим все это обратно в пенальчик. Так, что мне еще нравится? Тоже вот такая вот штучка из магнита. Точилочка. И что я забыла? И вот такие ножницы. Они достаточно хорошо и это делают. Как там их свою работу режут. Очень хорошо, но они большие. Я обожаю только большие. Кто-то вообще любит маленькие. Руки, потому что не застревают. У меня каждый раз маленьких пальцы застревали. И напишите мне в комментариях, какая лучше куколка получилась. Напишите в комментариях, какая оригинал, а какая подделка. Вот. Две на сравнение. Вот это. Вы, наверное, угадаете, потому что видели в одном видео. Вот такая вот куколка. И вот такая вот. Напишите в комментах, пожалуйста. Так, убираем их. И что мне нравится, это самые обычные вот такие вот драколы степлер синего цвета. Мне просто нравится очень синий просто. Если вы хотите увидеть мои игрушки и всякие такие штучки, напишите тоже в комментариях. Я буду очень ждать. И подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. И, кстати, мне еще вот такой вот нравится пенальчик. Но мне он попался, я его купила из Алиэкспресс. Видите, что с ним стало? Да, и еще я вам покажу, что у меня каждый раз в этом коробочке зеленый из Фикс Прайса тоже. За 8 рублей, за 4. Такая вот зарядка, что ли. Следующие вот такие два браслета
Я люблю Лада, она вот такая порезанная, другая нормальная. Еще один браслет, блин, вот такой вот розово. Здесь такая штучка серебристая. Блин, я не знаю, как это. Он так еще шумит. Вы слышите, как хрустит? Он даже связанный. Он вроде тоже с фикс прайс, но он ничего и большеват. Ну ладно. Блин, сейчас я его сниму. Сняла. Так, следующее, это вот такая вот повязка на голову. На ваши волосы, но, конечно, у меня чуть-чуть порвалась. У меня вот здесь бантик вылез. Вот. Она мне попалась в рузиках. Следующее, это вот такой лак. Мне очень нравится эта фирма, кстати. Почему-то. Фиолетовый. Розовый. И гель-лак. Сейчас покажу, какого цвета. Он вот такой вот голубого цвета. Вот сейчас положу упаковку. Вот такого прям голубого цвета с блестками. Он без специальной штучки вообще никак не делается. Не засыхает. Жалко. А так у меня такой штуки нету. Хотелось бы купить. Фикс-прайс за 99. Я такой... Браслетик. Из детства моего. Синего цвета, пушистый. Эх, сила. И еще у меня есть вот такие вот тени. Ну, не тени, а этот... Блин, не помню, как называется. Не тени, конечно. Ну, такой фирмы. Ну и еще один лайк вот такой вот. Такого цвета. Еще такое самодельное колечко. Какая-то штучка. И еще какая-то штучка. Ну это все, что было в этой коробочке. Сейчас я это соберу и вам покажу. Вот так вот это все выглядит. Ложим обратно на эту темную полку. И, кстати, блин, у меня от этой штуки что-то со столом. Блин, он теперь грязный. И вот такие вот у меня есть штучки. В лимонице. Такие вот штучки. Блин. Они тоже какие-то грязные, давнейшие. Господи, боже мой. Напишите в комментариях, что вы хотите. Смотрите, как у меня здесь темно. Я выключила свет. Сейчас я поставлю на паузу и что-нибудь придумаю. Здравствуйте, я что-то придумала. Я вам покажу все мои кошельки. У меня было их 2. Один вообще какой-то старенький. Я прошла с ним где-то недельку. И больше не захотел. Мне его подарила моя бабушка. Вот понимаете, вот это мне подарила моя мама. Открываем. Здесь должны быть как бы что-то. Мелочь. Ну, конечно, здесь подделочка. Какая-то она кривоватая. Она здесь открепляется на липучке. Трудно это все делать одной рукой. Не знаю зачем. Сзади ничего нету. Резинчик уже отрывается. Есть тоже все на липучке. Так. Открываем, здесь ничего нету. И так вот он выглядит. Здесь кармашек. Еще здесь кармашек точно такой же. Здесь карточки должны быть. И много чего другого здесь. И здесь. Надо видеть кошелек. Да. Маленький, ну, достаточно большой кошелек. Ничего не могу. Теперь на старье. Да. Открываем. Он на клепке. Даем какой-то кожаный как будто, но он не кожаный. Так вот он выглядит. Достаточно нормально. Вот здесь так, тоже на клепке неудобно. Здесь должна быть мелочь.
Ну, конечно, здесь неудобно наклепки из-за того, что сейчас все может выпасть. Здесь тоже такой кармашек. И здесь что-то там еще. Так. Это все. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.